Приветствую! Нами 044 является одной из тех машин двойного назначения, которые разрабатывались не только для нужд сельского хозяйства, но и для нужд армии. И в свое время должен был стать одним из самых легких и компактных машин. А разработан он был в 1958 году благодаря тому, что перед конструкторами Московского института НАМИ во главе с Николаем Ивановичем Коротоножко была поставлена задача создать для автомобильного инженерно-аэродромного управления универсальный инженерный тягач с колесной формулой 4х4 тягового класса 3 тонны. А для нужд народного хозяйства машину способна расширить область применения колесных тягачей в сельском хозяйстве и дорожном строительстве. А в дальнейшем заменить собой выпускавшийся в то время сельскохозяйственный трактор ДТ-54. Он должен был иметь высокую проходимость, способный проходить по любым типам грунта, и возможность применения на своей базе набора различного навесного оборудования. И вскоре два опытных образца двухосного инженерного тягача были изготовлены на заводе опытных конструкций при НАМИ. Особенностью конструкции данного тягача стала его короткая база, отчего он был похож на грузовик с обрезанным кузовом. В передней части под капотом разместили дизельный мотор EMZ-204V мощностью 135 лошадиных сил, что было вполне предостаточно для выполнения работ, поставленной перед ним. Крутящий момент от двигателя передавался на трансмиссию, которая состояла из 5-ступенчатой коробки передач и 3-ступенчатой раздатки, что создавало диапазон скоростей до 45 км в час. Далее крутящий момент через карданные валы передавался на передний рессорный и задний жестко закрепленные мосты. Два опытных образца были оснащены двумя типами арочных шин низкого давления. На одном тягаче установили размером 1140-700, а на другом шинами 16.20-24. В средней части находилась небольшая металлическая кабина с крышей из однослойного пластика, заложенной арматурой, рассчитанная на 2 человек. Интересной особенностью данного тягача стал способ его управления, реализованный на гусеничной технике. При помощи поворотных рычагов и бортовой трансмиссии с планетарно-фрикционными механизмами поворота обеспечивал поворот тягача с помощью подтормаживания колес одного из бортов. В задней части разместили маленький железный кузов, но не для размещения грузов, а для балласта, благодаря которому масса тягача в зависимости от потребностей могла меняться от 3 тонн до 8. Основной груз машина перевозила в легком прицепе, который цеплялся к цепному устройству взятого от трактора ДТ-54. Кроме прицепа на тягач могло устанавливаться навесное оборудование, такое как съемный двухсторонний навесной гидравлический отвал. Для привода более сложного оборудования имелись передние и задние редуктора отбора мощности с карданными валами. А под передним бампером имелся шкив, передававший крутящий момент посредством ременной передачи на навесную или буксируемую машину. Первые пробные испытания были проведены в том же 1958 году на полигоне Института НАТИ совместно с гусеничным трактором ДТ-54 для сравнения, а также для выяснения возможности использования колесных тягачей на сельхозработах. После чего для подтверждения полученных результатов тягач подвергся дополнительным испытаниям в Харькове в условиях весенней распутицы и на вспашке кукурузного поля пятикорпусным плугом. При выполнении этих работ было выявлено, что особых преимуществ у колесного тягача перед гусеничным трактором не имеется, да и недостатков нашлось предостаточно. Ширина арочной шины не совмещалась с шириной борозды. Рабочие скорости не отвечали требованиям к пахоте. Способ поворота путем подтормаживания колес одной из сторон был малопригоден при выполнении транспортных работ. И дальнейшие работы по этому проекту были закрыты. А один опытный образец под индексом НАМИ 044Э был отправлен в 1959 году на завод ХТЗ для дальнейших исследований. И он в дальнейшем лег в основу разработок трактора Т-90 Украина, а после уже и создания тракторов Т-125 и Т-150 производства Харьковского тракторного завода. И если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!